Феномен берестяных грамот, по которому Россию знают во всем мире, яркое свидетельство наличия письменности в Древней Руси, а берестяной промысел считается исконно русским. Впервые в мире 26 июля 1951 года на Неревском археологическом раскопе в Великом Новгороде были найдены средневековые письма на коре березы, а 11 апреля отмечается День березы или берещения, что связано с сокодвижением. Сок у нас идет не по стволу дерева, он идет по породе между древесиной и берестой, вот эта прослойка. Поэтому дерево живет. Береза быстро растет, и срок ее, если я не ошибаюсь, 55 лет, взрослая уже готова. А дальше уже перестойное оно. И не надо ее восстанавливать, она естественным образом воспроизводится. Уходов не надо таких, но она более ценная древесина. Каждый год, согласно договору аренды, мы занимаемся лесовосстановлением, посадки совершаем, производим вспашку деревьев. На каждую породу древесины есть свои техусловия, то есть рассматривается почва какая и какую породу сажать. Сажаются саженцы 2-3-летки, на гектар высаживается от 3,5 до 4 тысяч штук. И потом, пока они на протяжении 5-7 лет, мы занимаемся уходом. Утаптывание трав, разрубка сорняковой древесины. Если у нас посажен хвойный, значит, это хвойный выдел должен быть, но рубится и осина, и береза. Возьмем по 50 домов в каждой деревне. Все в основном топят березовыми дровами. Сколько древесины идет вот просто так на то, чтобы ее сжечь, да? И никто почему-то не задается вопросом, а вредим мы природе или нет. Когда ты едешь по деревне, и лежит огромная куча дров, ни у кого не вызывает вопросов по поводу нанесения вреда природе. У меня отец был мастер по дереву, он делал деревянную посуду. По России деревянную посуду делали мои предки. И отец, и дед, и брат его. Может, это сказалось, что я как транспорт отошел в лесную отрасль. Сначала закупал делянки, потом вот оформил в аренду. Так что я думаю, это в крови, в генах, что инженер-механик стал заниматься. У меня нет лесного образования. Я работал в леспромхозе, пошел по стопам отца. Отец вырос в леспромхозе. И работал я на юге Кузбасса, работал начальником деревообрабатывающего завода. У меня были цеха огромные, погрузка там, разгрузка, шпалопиление, щепа. Уезжали за 200 километров от города на лесозаготовку. Березняк там, это надо договариваться, туда просто так не пустят на лесозаготовку. Там опасно. И вот мы приезжаем уже не один день там, и живем там. И они заканчивают рабочий день и нам разрешают вот эта деляна, вот этот квартал можете готовить. Мы заготавливаем, они потом валят, возят там все это. А если не небольшой объем, обычно у нас было табу мастеров в 20 веке, то мастер уважает себя. Вокруг деревень на расстоянии 10-20 километров нельзя готовить. Я учился в Москве в университете, захожу на Никольской улице в сувенирный магазин, а там висят лапти. Вот я посмотрел, нужны вам такие. Говорит, что лапти умеешь делать? Я говорю, умею. Они говорят, иди к директору. Он пришел к директору, объяснил ситуацию, он говорит, если можешь сделать, сделай. Говорит, 500 пар. Для меня это было очень много. Вот я сказал, хорошо. Но так как мы находились в Москве и материала совсем не было, думал уже ехать домой за материалом. Тут случилась история, что по Москве прошел ураган в парках, повалил много деревьев. Прошелся по паркам, а там уже их пилили. Мужчины мне помогли, я заготовил бересту прямо в Москве. Сделали, пока были на сессии, количество пар там. Принесли в этот сувенирный магазин. Когда получили от этого финансовый результат, были очень довольны, потому что это превосходило мою зарплату. Береза – это как сорняк. Чем больше ее рубишь, тем быстрее она растет. Вот ответ крестьянина. Он говорит, вот здесь у меня на водокачке росла береза. Я, говорит, содрал с нее, смотрю, она через несколько лет опять выросла. Вот отношение крестьянских мастеров к заготовке материала.
Берестяной промысел имеет очень давнюю историю в нашей стране. Распространен он был по всем губерниям Российской империи. И занимались берестяным промыслом, изготавливая нужные в хозяйстве предметы, туеса, пестери, с которыми ходили по грибы и ягоды, профессиональные ремесленники. Скупали эти товары скупщики у ремесленников и развозили в городам и весям по всей России. Берестяной промысел процветал на русском севере, по Волжье, в лесных краях, на Урале, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. С 17 века, как и в других производствах, были династии, которые передавали знания от одного мастера другому. Из бересты плели всем известные лапти, которые были достаточно удобной и практичной обувью в крестьянском доме, не обозначающей бедность. Из бересты делали шаркунки, развивающие моторику игрушки для детей, солонки, сколотни для жидкостей и иные предметы быта. Это скобление. Вот скобление в основном занимается на севере. Потому что там береза обычно она не отдирается. Суровый климат, и вот они ее отдирают, но это усилие надо, и вот она остается, вот это природный камень. И наносите национальный орнамент. Береста обладала таким антисептическим свойством, замечательно сохраняла продукты от порчи, поэтому хранили и зерно, да, и какие-то молочные продукты, включая рыбу даже. Туеса привозились на ярмарку, такие, которые могли бы нам напомнить принцип матрешки. Вот эта многоместная история примечательна крестьянской рациональностью, когда нужно довести до ярмарки большое количество изделий, товаров, поэтому изготавливали туеса разного размера, вставляли один в другой и вот таким образом доставляли. Береста как материал, он почти не гниет. Если вы вот увидели в лесу поваленное дерево, березу, да, вот внутренность вся сгнила, а кора-то она вот растет. И почему она сохраняется вот так хорошо? Потому что в ней несколько кислот. Почему она так горит? Почему она сохраняет еду хорошо? Потому что в ней вот эти свойства, которые укрепляют кору. Она водостойкая, безусловно. Туеса, да, вода-то хранится в них, ничего не протекает. На территории нашего Рязанского Кремля береста была найдена и в качестве прокладки между венцами срубов. Когда строили жилище для улучшения его гидроизоляции, вот прокладывали такие берестяные вставки. Для того, чтобы задняя часть сапога как можно дольше подлежала эксплуатации, чтобы пятка не заминалась, наши средневековые переслав-рязанские горожане из бересты делали всевозможные вставки в кожаную обувь. Береста была одним из основных поделочных материалов. На ней писали, делали какие-либо рисунки, из нее выполняли различные сосуды, емкости для хранения, выполняли также и рыболовные поплавки. Предметы имеются довольно интересные, например, манская букарашница. Такие предметы изготавливались в Красноярской области и предназначались в основном для рыбаков, которые хранили в них некую живую наживку. Так как береста довольно хорошо сохраняет свойства продуктов и не только, да, и в целом такой довольно удобный в использовании предмет, который не боится влаги, не страшно уронить, очень практичный. Из бересты делались самые разнообразные предметы, необходимые для крестьянского уклада, крестьянской жизни. Это и плетеные зыбки, то есть колыбели, которые качались вверх-вниз. Это и шуркунки, такие погремушки для детей, это и туеса. И таким замечательным видом народного искусства, можно сказать, являются музыкальные инструменты, сделанные из бересты. Это пастушьи трубы, не трубки, не рожки, а именно трубы, вот, собственно, в которые играли пастухи на заре, собирая стадо. За этим предметом скрывается целая культура музыкальная русского севера и не только, да, разных таких регионов России, крестьянской самой жизни, потому что исполнение пастухами таких наигрышей, это действительно составляет такую часть фольклора. За хорошими пастухами буквально охотились, их разбирали. Были специальные такие сходки, где пастухи демонстрировали свое мастерство. Отсюда родились потом вот эти ансамбли рожечников, которые исполняли концерты и в советское время стали частью фольклорной традиции 20 века. Про березу написано очень много стихов, много песен написано. Даже в 92 году известный композитор Владимир Пипекин написал песню «Чудо-туесок». В Монголию ездили, там мы исполняли. Я ездил с омским ансамблем фольклорным. И вот они, когда вышли, песню спели, зал огромный, там на 1000. Спели одну песню, вторую, как-то реакции нет. И вышли с моими работами по кругу ансамбль.
начали, конечно, развеселили. А потом уже я исполнил пародию птиц на бересте. Меня 2 раза на бис вызывали. Дверь закрыть. Нас иногда упрекают по поводу того, что мы вредим, значит, лесу и всякое такое. Если вы откроете знаменитый словарь Брагауза и Ефрона и найдете там колонку береста, то у него сказано: в конце 19 века проводились эксперименты по поводу, портит ли снятие коры дерева или не портит. Так вот, выяснили, что, во-первых, снятие коры, это внешний слой коры, оставляется камби, и в течение 8-9 лет на этом месте кора вновь нарастает. И вот в словаре сказано, самый главный расход бересты для чего шел? На перегонку дегтя, то есть продавали огромными листами на рынках. И вот в словаре сказано, значит, что первая сдирки кора, она, значит, более емкая на деготь. А вот через 8-9 лет, когда она нарастает, то ее тоже можно снимать, и тоже. Но она процентов на 30 уже теряет свойства для того, чтобы из нее перегоняли деготь. То есть это доказывает, что сдирка коры из березы дереву не вредит, и через 8-9 лет кора вновь нарастает. Береза – это уникальное дерево. Береза и кормит, и лечит, и поет, потому что с березы березовый сок люди берут. Это полезно. Делают деготь. Иногда в леспромхозе и не разрешат еще березу отбирать, потому что у них тоже план на деготь. Деготь на лекарства идет. Чага. Это полезно, чай заваривать. Это древесина, это веники. Ну, то есть все, весь перечень. Березовые почки. Раньше же были государственные заготовительные организации, где заготавливали полностью, что в лесу растет, грибы, ягоды. И было задание в школе собрать там 10 килограмм почек. Ну, так же, как сейчас несколько тонн дегтя надо переработать и отправить там на Сибирск, ну, на лекарства, на фабрику, на косметику. Технологии у древних людей были одинаковые. Береза в таежной зоне Земли, что в Сибири, что в Америке, одна и та же. Поэтому конструкция берестяной лодки индейцев точно такая же, как и у ивенков и нанайцев. В таможенных книгах Московского государства зафиксированы многочисленные берещины каюки. Они ходили по рекам северо-запада – Двине, Вычегде, Сухане, Пиниге и Печоре. В 2007 году я сделал первую лодку, которая сразу же себя показала очень хорошо. Мы сделали маленькую экспедицию на этой лодке, прошли 140 километров по реке Юг, Пушма до Устюга. А на следующий год уже была сделана более серьезная экспедиция от Котласа до Архангельска. Самая известная экспедиция была археологическая экспедиция вместе с сотрудниками Соловецкого музея-заповедника, с археологом Александром Мартыновым. Мы строили, и с помощью товарищей берестянщиков, мы строили лодку на берегу Белого моря 3 дня, ну и потом дошли до Соловков. Такую лодку первобытные люди строили с помощью только одного инструмента – каменный нож, будем так его называть. Береста снимается ножом, ветки тоже ножом, никакой древесины не используется, кроме веток. Ну, вот, ветки ивы, елки, черемухи, сосны. 3 дня собираешь материал, и за 3 дня можно сделать. Это лодка кочевника, охотника, рыболова, которые использовали их как велосипед в современное время. То есть каждый день в теплое время года они рыбачили, охотились на этих лодках. Очень надежная лодка, и самое главное, что доступный материал. Сейчас очень мало мастеров, кто соблюдает традиционные технологии. Традиции уходят, но надо традиции соблюдать, потому что любые традиции, они связаны с обеспечением жизнедеятельности. Ну, допустим, если лодку я прошил там не корнем сосны, а металлическими нитями, то она бы долго не просуществовала. Если бы я использовал современный герметик, а не еловую смолу, то неизвестно бы, что случилось, и, может быть, эти экспедиции не удались бы, потому что технология не соблюдена. Также вот все народы Сибири, они сохраняют традиции, потому что это напрямую связано с их жизнедеятельностью, с их безопасностью.
Нарты надо делать по традиции, чум надо делать по традиции, иначе нельзя. Мода на русский стиль, на русские художественные ремесла сформировалась уже в конце XIX века. На Всемирной выставке 1900 года в Париже были представлены произведения наших кустарей, включая бересту, и русские мастера получили очень много заказов по всему миру. В XIX веке появилась у нас Строгановская академия именно с целью повышения качества кустарных изделий в силу того, что у нас промышленность развивалась и шел такой поток уже массовых товаров. Вот эта история про сохранение ремесленной традиции на высоком уровне, она началась уже от середины XIX века. После революции началась грандиозная работа по сложению государственной системы поддержки народных художественных промыслов, которые как раз в XX веке стали очень важной частью художественной промышленности страны, принося доход и стране, и самим мастерам. Многие из этих изделий, высокохудожественных произведений мастеров, в том числе Шимогорской бересты, вывозили за рубеж, становясь серьезной статьей дохода. И таким образом складывалась не только экономика страны, но и сохранялось культурное наследие. Ну, задача ваша собрать мастеров ведущих и представлять мастеров в Алтайском крае, и на международном, и в России, и все помогать начинающим мастерам. Все годы при поддержке губернатора дали помещение. И вот мы каждый год Министерство культуры заставляли даже писать грант. Мы писали грант, каждый год получали и ездили по Алтайскому краю. У меня задача искать мастеров начинающих. Ну и начинающих, и помогать, и ребятишки. Вот мы 33 района объездили. И вот приезжаем, выставка, мастер-класс бесплатно. В сельское место, там очередь с утра ребятишек. Нам предоставили здание, помещение, полностью оплачивали коммунальные услуги. Когда делали поездки, продавали мастера свою работу на выставках. Сначала идея должна задумка, потом делаешь эскизы, потом эскизы сделаешь, потом надо делать шаблоны. Все это в картоне делаешь, все это собираешь. А как будет это крепиться, а выдержит ли это вес, в зависимости от материала. Вот только вот этих насечек сделал 3600. Ну, это чеканом, да, вот это столько стучать надо, 3600 раз. Любая работа, это очень долго делается. Это все разрабатывается, эскизы, потом все замки. Все это отдельно собирается. Мастера-берестянщики в 21 веке очень разные. Но в основном это мастера, которые воспринимают ремесло по бересте как хобби, то есть дополнительный заработок. Если раньше у крестьянина береста была во всех видах хозяйствования, и крышу крыли, в строительстве использовали, и много утвари было из бересты. Права поговорка: если бы не лыка и береста, то русский мужичок бы рассыпался. То сейчас в основном стараются люди сделать художественные изделия, чтобы их дороже продать или чтобы обратить на себя внимание. Есть 3 направления. Или сувениркой занимаешься, да? Или предметами быта для населения, или уже произведением искусства. Дни Алтайского края во Франции были. Да, там я вот таких 60 штук наделал, ни одного не взяли. Это поток. А в основном меня вот хлебницы брали. И она стоила, наверное, в 10 раз дороже, чем я здесь, например. Потому что это авторская работа для хлеба. Я в месяц делаю. А там она стоила прилично. Декоративно-прикладное искусство может создавать один художник, нередко с академическими знаниями. Промыслы же обязательно основаны на традициях какой-либо местности. В старину люди целыми деревнями работали бок о бок, обменивались идеями и передавали знания детям. Художники объединялись в артели, так открывались и целые фабрики. А промысел – это и профессия, и доход, и часть промышленности, в том числе художественной. Это часто задаваемый вопрос, на него я всегда отвечаю дровами.
Почему-то никто не шумит по поводу дров. Если вы поедете, да хоть по нашей области, посмотрите, березы как росли, так и растут. Ни заготовка дров, ни фанерный комбинат в Чудовске, ни мы мастера, которых нас хоть и больше сотни в городе, но мы не в состоянии истребить березу, которая росла, растет и будет расти. Поэтому 21 век ничем не отличается от предыдущих и последующих веков.